Добрый день, сегодня на ремонте мультиварка Home, модель ERC-D18. Данная мультиварка не подает никаких признаков жизни. При этом она сейчас подключена в сеть. Итак, первым делом, что необходимо будет сделать, это проверить термопредохранители. Один у нас находится вот здесь вот. Как видим, предохранитель исправен. Ну а второй у нас идет напрямую на саму плату. Итак, давайте сейчас проверим плату. Первым делом проверяю диоды. Сам блок питания у нас состоит из конденсатора пленочного, двух фильтрующих конденсаторов на 4,7 микрофарада 400 вольт, двух диодов и также микросхемы THX203H. Диод D4 исправен. Далее диод D3 также исправен. Также у нас здесь идет стабилитрон ZD2. Он также исправен. Диод D5 исправен. Диод D6 исправен. Стабилитрон ZD4 исправен. Также у нас имеется резистор, подписанный как F1. Скорее всего, это фьюз резистор. Его также необходимо будет проверить. В принципе, он также исправен. Давайте сейчас подключу все в сеть и проверим, какие же напряжения у нас имеются на данной плате. Первым делом проверю напряжение сети. $230 вольт. Далее на фильтрующих конденсаторах 4,7 микрофарада на 400 вольт. Как видим, здесь 309 вольт. Посмотрев даташит на микросхему THX103H, выяснилось, что эта микросхема у нас шим-контроллер для импульсных блоков питания. В общем, вообще непонятное и странное решение использует данную микросхему в этом блоке питания. Так как у нас здесь, как мы видим, нету никакого импульсного трансформатора, давайте же проверим напряжение на самой микросхеме. Третий вывод у нас земля. Первый вывод питания
от самой сети. Напряжение около 1 вольта и растет при подключению щупа. Далее 5-й вывод ВЦЦ, то есть питание самой микросхемы низковольтной части. У нас здесь отсутствует какое-либо напряжение. Как мы видим, напряжение у нас постепенно повышается. Итак, в общем, весьма странным решением оказалось использовать микросхему, которая в основном используется в импульсных блоках питания, поэтому я частично зарисовал схему. Итак, если посмотреть, у нас напряжение идет от диода D3, D4, далее фильтрующий конденсатор C2, далее C5. Как известно, я здесь замерял, у нас напряжение здесь было около 300 вольт. Далее у нас здесь идет через катушку L4 земля, поступает на 3-й вывод, как все как и положено. Первый вывод у нас здесь ОБ. По даташиту я, конечно, не смотрел, как он расшифровывается, но в большинстве микросхем он указывается как HV, то есть High Voltage. Здесь стоит резистор по питанию 3,9 мегаом. Резистор R22 на 1 Ом. Здесь у нас в ней, в данной микросхеме, используется полевой транзистор. В общем, вся эта часть лишь служит для того, чтобы заряжать конденсатор по линии 12 вольт. То есть это у нас основная низковольтная часть. Далее там еще и стабилизатор собран на транзисторе. В общем, это уже не суть важно. Давайте же проверим резистор R22. Цветовая маркировка здесь коричневый, черный, золотистый, золотистый. По цветовой кодировке это у нас на 1 Ом резистор. Давайте его замерим. Как видим, резистор у нас исправен. Также, когда я проверял, у нас здесь на первом выводе напряжение поднималось, то есть постепенно от низкого где-то до 1,7. Дальше я уже не проверял. И, в общем, давайте проверим сейчас резистор на 3,9 мегаом. Так как у нас микросхема вела себя подобным образом, то есть при измерении у нас на первом выводе напряжение поднималось примерно от 0,5 вольт и постепенно. Сначала проверим резистор R21.
резистор у нас обладает весьма большим сопротивлением, поэтому лучше его проверять в выпаянном состоянии, чтобы исключить влияние основной схемы. Ну, в общем, абсолютно ничего не показывает. Вместо фьюз резистора я установил лампу накаливания. Ну, это ввиду особенностей данного блока питания. Так, резистор я подпаял. Теперь у нас вот еще отключен один датчик. Ну и смотрим. Все, мультиварка запустилась. Питание у нас пошло. Теперь необходимо будет найти подходящий резистор, так как, во-первых, данный резистор по мощности слишком большой. Не хочется просто ставить такой резистор. Этот резистор желательно такой же мощности. Сейчас попробуем запустить мультиварку. Релюшка щелкнула, мультиварка включилась. Нагрев также пошел. В общем, процедуру установки резистора снимать, я думаю, уже не стоит. Батареечка, как мы видим, подсаженная. То есть практически не видно здесь время. И также сборку снимать тоже смысла нету, поэтому ремонт можно считать завершенным. Всем спасибо за просмотр. До свидания.